Привет, меня зовут Дими, и сегодня я расскажу про M5 Stamp Pico. Начнем с распаковки. Далее установим драйвера, загрузим программное обеспечение UIFlow, затем напишем программу для организации связи между двумя M5 через интернет по типу точка-точка. Давайте начнем. M5 Stamp Pico – это тоже базовое устройство, работающее на микроконтроллере ESP32 Pico D4. Главной отличительной особенностью данного продукта является уникальный форм-фактор, обеспечивающий компактные габаритные размеры и богатый выбор вариантов электрического монтажа. Данное устройство предназначено прежде всего для интеграции во встраиваемые решения и носимые устройства. Под термостойким пластиковым корпусом располагается микроконтроллер с минимально необходимыми цепями обвязки, 3D-антенна для работы в диапазоне частот 2,4 ГГц, синхронный понижающий преобразователь постоянного тока SY8079, адресный RGB светодиод SK6812 и кнопка. Группа контактов, расположенных слева, предназначена для загрузки программного обеспечения, а группа контактов, расположенных снизу, есть фирменный порт A. В этом месте, как правило, устанавливают GROV-разъем красного цвета. Для загрузки программного обеспечения UIFlow необходимо подключить фирменный программатор Stamp ISP. Давайте его распакуем и подключим к нашему Stamp Pico. На печатной плате выведена уже знакомая нам группа контактов. Кроме того, есть еще контакты USB-порта на тот случай, если нет необходимости использовать Type-C. Для индикации предусмотрены 3 светодиода. Красный – наличие напряжения на линии 3,3 вольт, и 2 синих – передача и прием по UART. Для корректной работы с программатором необходимо установить актуальную версию драйвера CH9102. Ссылка доступна в описании к данному видео. После установки драйвера выполним перезагрузку компьютера, затем подключим к нему программатор. Скачаем новейшую версию инструмента M5 Bione, предназначенного для прошивки M5 Stamp. Далее выберем наш продукт и нажмем кнопку Download для того, чтобы инструмент получил выбранную версию программного обеспечения с сервера. Перед прошивкой рекомендую сделать некоторые настройки. Для этого нажмем на кнопку с шестеренкой и выберем порт, на котором находится программатор. Отключим меню и звук загрузки. Выберем сервер с наименьшей задержкой сети, в данном случае это Гонконг. Также добавим данные Wi-Fi сети с компьютера, чтобы не вводить их вручную. В данном видео мы не используем продукты COMEX, поэтому отключим данную опцию. Сохраним и закроем данное окно. Далее нажмем кнопку Burn для того, чтобы очистить память от мусора и прошить наш M5 Stamp. После того, как базовое устройство будет готово, закроем инструмент и перейдем в среду разработки UIFlow. Выберем наше устройство и введем MAC-адрес без двоеточий с наклейки на корпусе. Сейчас сделаем программу для обмена сообщениями между двумя устройствами через интернет. В демонстрационных целях будем использовать кнопку первого устройства для включения светодиода второго устройства. И наоборот. Первым делом добавим блоки для инициализации сетевого интерфейса в режиме станции. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем получить доступ к аппаратному обеспечению и узнать MAC-адрес. Далее добавим блок для автоматического подключения к известной Wi-Fi сети в режиме работы со флеш-памяти. Погасим светодиод. Он нам пригодится далее.
Теперь создадим переменную, в которой будет храниться MAC-адрес. Отправляя данный MAC-адрес вместе с сообщением, получатель будет знать, кем были отправлены данные. Сейчас MAC-адрес представлен в виде байтовой строки. Для того, чтобы его привести к виду строки символов, напишем участок кода вручную. Далее создадим переменную, хранящую прошлое сообщение. Это необходимо для избежания повторного получения сообщения, поскольку метод P2P-read не очищает входящий буфер. Данный метод используют для получения с сервера последнего сообщения, отправленного для устройства с текущим MAC-адресом. Создадим еще одну переменную для хранения состояния переключателя. О нем мы поговорим позже. Добавим бесконечный цикл, в котором будет происходить весь жизненный цикл нашего приложения. Здесь мы еще создадим переменную, в которую будем записывать последнее сообщение. Далее с помощью логического оператора будем сравнивать последнее сообщение с текущим. Если они различны, то текущее сообщение является новым, и его следует обработать. Обновим последнее сообщение новым. Чтобы извлечь полезную информацию из сообщения, используем блок, создающий список из текста, согласно разделительному символу. Теперь создадим функцию «Событие», которая предназначена для обработки новых сообщений. В качестве аргументов данная функция получает MAC-адрес отправителя и тело сообщения. Выведем эту информацию в консоль последовательного порта. Теперь добавим логику для управления светодиодом, исходя из текста сообщения. Если единица, то светодиод будет зажжен белым цветом. 0 – погашен. Примечание. Выберите переменную message вместо switch turned on. Во время записи видео я забыл ее изменить. Теперь давайте добавим функцию события, вызываемую при нажатии на кнопку. Теперь создадим функцию. Здесь мы будем отправлять сообщение на другое устройство. В качестве аргументов MAC-адрес получателя и тело сообщения. Давайте сформируем сообщение с помощью списка. Первым элементом будет MAC-адрес отправителя. Третьим элементом будет тело сообщения. Не используйте специальные символы и пробел. Вторым – идентификатор сообщения. Используем случайное целое число. Это необходимо для защиты от дублирования сообщений, о которой мы говорили ранее. Для отправки сообщения используем метод P2P-send. Отлично. Теперь добавим вызов функции обработчика входящего сообщения в жизненный цикл приложения.
Извлечем из списка MAC-адрес отправителя и тело сообщения. Идентификатор уже не нужен. Далее добавим вызов функции отправки сообщения. Если переключатель включен, то отправим 0 для того, чтобы погасить светодиод на удаленном устройстве. И наоборот. Осталось инвертировать состояние выключателя. Готово. Давайте загрузим нашу программу во флеш-память и посмотрим, как она работает. На этом данное видео подошло к концу. Спасибо за просмотр. До свидания.